Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, какой тип кормления лучше всего для собак. Натуралка, сухой корм или комбинированный тип кормления. Казалось бы, все понятно, что тут дискутировать. Натуральный тип кормления лучше. Нет ничего лучше, чем это придумала сама природа. Так почему же так много дискуссий на эту тему, если и так все понятно, что натуралка лучше? Все потому, что дискуссия начинается с вопроса, что лучше, кормить натуралкой или промышленным сухим кормом, а потом эта дискуссия незаметно перетекает в обсуждение вопроса, что предпочтительней, натуралка или сухой корм. То есть дискутировать начинаем со слова «лучше», а заканчиваем дискуссии словом «предпочтительный», а это уже абсолютно разные понятия. Так вот, еще раз акцентирую ваше внимание, что качественное кормление натуральным кормом однозначно лучше всякого сухого корма, даже супер премиум класса, даже кормов холистиков, включая беззерновую группу кормов. Но это теоретически, а практически обеспечить такой тип кормления очень сложно. И вот почему. Рацион собаки при натуральном кормлении должен состоять из качественных мясных компонентов на 60% как минимум. Я не говорю, что на 100% это должна быть говяжья вырезка. Это дорогой вариант. И это неправильный подход. И далеко не самый лучший. В мясной набор рациона должны обязательно входить и качественные субпродукты, почки, легкие, хрящи, всякая требуха, например, рубец, вымя. Также очень желательно разнообразить рацион собаки мясными компонентами разных видов животных. Говядины, ягненка, кролика, птицы. Надо еще рыбу давать, обязательно морскую. Очень желательно в рацион вводить и молочнокислые продукты, яйца. Да плюс к этому еще надо позаботиться и об овощах, и всевозможных кашах. Каши, кстати, тоже надо чередовать периодически. Чтобы давать мясные компоненты в термически необработанном виде, надо, чтобы они были свежими и получены только от здоровых животных. А раз так, то и закупки должны быть регулярными. Все, что я вам перечислил, это и есть правильный подход к организации правильного кормления собак натуралкой. Это очень хлопотно, дорого и требует много времени. Вы это сможете обеспечить своей собаке? Для этого надо уйму времени, и денег, конечно. А если вы под натуралкой понимаете монотонный рацион собаки на 90%, состоящий из какой-то непонятной каши, перемешанной с небольшим количеством переваренного вымени и сдобренного несколькими ложками прогорклого растительного масла, то это не натуралка. Это и способ удешевления рациона, не больше. При таком кормлении самые дешевые корма эконом-класса могут быть на порядок предпочтительнее, чем такой тип кормления. Поэтому в кормлении собак я бы на первое место не ставил вопрос, а что лучше, натуралка или сухой корм, а попросил бы вас честно ответить на вопрос, а как я смогу наилучшим образом обеспечить сбалансированное питание своей собаки с учетом моего времени и финансов, конечно же. Если у вас есть время, деньги и желание, то можете позволить себе кормить собаку свою чем угодно, в том числе и чистой натуралкой. А если нет, то тогда ищите другие варианты, чтобы обеспечить собаке наиболее сбалансированный рацион с учетом ваших финансовых возможностей и времени. Мир не состоит только из черного и белого. Существует еще и масса оттенков серого, и даже намного больше, чем 50. Это я к тому, что можете смело комбинировать кормление своей собаки сухим кормом и натуралкой. Многие мне возразят, что, мол, большинство ветеринаров не рекомендуют делать смешанное кормление, что, мол, в таком случае нельзя обеспечить сбалансированный рацион собаки. Ветеринары предлагают идеальный вариант, но, увы, идеального мира не существует, как и идеальных решений. Поэтому в комбинировании типов кормления я лично не вижу ничего страшного. Кстати, скажу, что очень многие питомники кормят своих собак наполовину сухим кормом. Как правило, это корм премиум класса, даже не супер премиум класса. И докармливают своих животных натуральными кормами, добавляют им в рацион мясо, субпродукты, рыбу, овощи. В некоторых случаях варят мясо, в некоторых случаях нет. Но максимально стараются давать мясные продукты не проваренными. Все зависит от свежести мяса и уверенности владельца питомника, что мясо было получено от здоровых животных. Такой тип кормления используют не только питомники, но и многие другие владельцы собак. Но пример с питомниками показателен тем, что эти люди десятки лет занимаются собаками, у них колоссальный
проверенный практикой опыт, и они знают о собаках намного больше, чем о себе. Поэтому в чем, а в кормлении собак они разбираются очень хорошо. Возможно, у них нет каких-то фундаментальных знаний собачьей диетологии, но практического опыта у многих из них хватит на половину научно-исследовательского института. Поэтому это еще одно железобетонное доказательство того, что можно сочетать и сушку, и натуралку. Комбинированный тип кормления с одной стороны удешевляет рацион, а с другой стороны делает питание более сбалансированным и витаминизированным. Насчет сбалансированности рациона не переживайте. Живой организм так устроен, что он позаботится сам об этом. При наличии в корме всех необходимых веществ он возьмет из него все, что ему надо, а лишнее просто выведет транзитом. Лично я не вижу никакой угрозы, если подойти к этому вопросу грамотно. Для ветеринаров здесь самая большая сложность при постановке диагноза. Если возникает какая-то болезнь, то надо будет исключать влияние каждого компонента корма по отдельности на возникновение той или иной патологии. Но сказать, что случится что-то непоправимое, если вы будете практиковать смешанный тип кормления, то это неправда. Если взвешенно подойти к этому вопросу, то все будет хорошо. Поэтому дискутировать на тему, что лучше, натуралка или сухой корм, или комбинированный тип кормления, просто нет смысла. Очевидно, что качественное натуральное кормление по всем показателям лучше. Вот только обеспечить его достаточно сложно. Все упирается в наличие времени у владельца собаки и финансами, которыми он обладает. И как раз наличие достаточного количества денег и времени и будут главными аргументами в принятии того или другого решения о том, какой тип кормления вы выберете для своей собаки. Причем у многих сейчас время в значительно большем дефиците, чем деньги. Поэтому, подводя итог, я бы сказал так, что натуралка – это лучший тип кормления. Смешанный тип кормления, тоже ничего. А если у вас совсем нет времени, то покупайте своей собаке хороший сухой корм, желательно не ниже супер премиум класса. И тоже все будет хорошо, поверьте. И как бы вы ни хотели уйти от слова предпочтительный к слову лучше, все равно вам не удастся это сделать. Жизнь есть жизнь, и она вносит свои коррективы. Поэтому выбирайте оптимальный для своей собаки тип кормления с учетом тех факторов, о которых я рассказал вам выше, и которые позволяют оптимально сочетать ваше время, деньги и заботу о здоровье собаки. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!